Всем привет, друзья! Вы на канале Алекс Моторный. Темой сегодняшнего нашего выпуска – цены и зарплаты в Харькове по сравнению с другими городами. В 2025 году Харьков остается одним из самых дешевых для проживания крупных городов в Украине. Таким его делает низкая стоимость аренды и покупки жилья и бесплатный общественный транспорт. Жизнь в Украине дорожает. По официальным данным Госстата в течение февраля цены выросли на 0,8%, а по сравнению с февралем 2024 года на 13%. Вместе с ценами на недвижимость и продукты питания растут и заработные платы, но неравномерно в разных городах Украины. Давайте сравним стоимость жизни в Харькове с условиями проживания в других крупных городах Украины. Для анализа мы взяли данные по Киеву, Днепру как сопоставимым с Харьковом по размерам города, по Львову как крупнейшему областному центру западной части страны, Виннице, большому центральному городу и Сумам. Этот областной центр, так же как и Харьков, живет в условиях постоянных обстрелов и угроз с восточной границы. По уровню заработных плат Харьков относительно дешевый город. По данным портала Work.ua, за год заработная плата в городе выросла на 19%. В среднем работодатели предлагают харьковчанам 21 500 гривен в месяц. Это гораздо меньше, чем в столице, где среднестатистический работник за один месяц работы получает 27 500 гривен. Но гораздо больше, чем в Сумах, где в среднем платят всего 17 500 гривен. И даже больше, чем в Виннице, которая в безопасном отношении имеет гораздо более выгодные условия. При этом, как оказалось, стоимость жизни в избранных городах примерно одинаковая. Но только в том случае, если не нужно арендовать квартиру. Для того, чтобы узнать, сколько в среднем человек тратит на бытовые нужды, мы воспользовались калькулятором крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo. На этом портале рассчитываются средние затраты по различным показателям, куда входит и стоимость продуктов в супермаркетах, и цены в ресторанах, и плата за коммунальные услуги и транспорт. Поскольку продукты питания в разных городах Украины стоят более или менее одинаково, то приблизительные месячные расходы во всех городах тоже схожи. Таким образом, получается, что в Киеве жить выгоднее всего, потому что человек со средней зарплатой после всех необходимых расходов сможет сэкономить более 5600 гривен. А вот у харьковчанина со средней зарплатой получится отложить только 2842 гривны. Что касается сумм, то хотя Numbeo не предоставляет анализа по этому городу, можем предположить, что расходы на повседневную жизнь там не намного ниже винницких. Так что среднестатистический житель Сум по всей вероятности не имеет возможности что-то откладывать. Но эти выводы справедливы только в том случае, если человеку не нужно снимать жилье. По данным аналитического центра украинского маркетплейса недвижимости Дім.Ріа, самым дорогим городом по стоимости аренды жилья постоянно остается столица. В феврале 2025 года средняя стоимость арендной платы за однокомнатную квартиру в Киеве составила 17 600 гривен. Но цены в разных районах Киева могут существенно отличаться – от 9200 гривен за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 тысяч гривен в Печерском, объясняют аналитики. Как оказалось, в Днепре арендовать жилье дороже, чем в популярном среди временных переселенцев Львове, и обойдется почти 14 тысяч гривен в месяц. Львовские однокомнатные за месяц подешевели на 5% и стоят 13 453 гривны в месяц. Таким образом, получается, что без собственного жилья гораздо выгоднее жить и работать во Львове, чем в Днепре.
средние зарплаты выше, а аренда хоть немного, но дешевле. Жить в Виннице на 1000 гривен в месяц дешевле, чем во Львове. А выгоднее всего жить на Востоке, в Сумах и Харькове. Причем последний дешевле. Выгоднее всего, чем в самом большом городе Восточной Украины, жить только в Херсоне. Но в любом случае получается, что один человек со среднестатистической зарплатой не может снять жилье ни в одном городе Украины, не отказывая себе в самом необходимом. Для примера, если из средней харьковской зарплаты оплатить среднюю аренду, человеку останется 16 707 гривен. Это меньше, чем по расчетам Numbeo нужно жителю Харькова на повседневные расходы. Но все равно это соотношение значительно лучше, чем в Киеве, Днепре и Львове, поэтому если необходимо арендовать жилье, Харьков – самый выгодный выбор среди других крупных городов. В Харькове на аренду надо заложить 22% от заработной платы, во Львове уже 53%, а в Киеве аж 64%. Купить жилье в Харькове пока тоже проще, чем в других городах Украины. Более того, недвижимость дешевеет. В феврале 2025 года однокомнатные квартиры на Харьковщине упали в цене на 15%. Большее снижение цен произошло только в других прифронтовых областях – Сумской, Херсонской и Запорожской. Жилье в столице остается самым дорогим. За одну однокомнатную квартиру в Киеве можно купить 3 харьковских. Поскольку разрыв между средними зарплатами не так велик, как разница между ценами на жилье, то получается, что при средней киевской зарплате накапливать на однокомнатную в столице придется больше 11 лет, откладывая все до крохи, в то время как из средней харьковской зарплаты на квартиру в городе хватит уже через чуть более 4 лет. С начала войны Харьков имеет уникальное преимущество, что делает жизнь в нем выгоднее за проживание в других городах Украины. Это бесплатный проезд в городском транспорте, который был введен в мае 2022 года, как только возобновили движение метро, троллейбусов, автобусов и трамваев после почти 3-месячного перерыва. В Харькове сейчас на основных маршрутах курсирует только муниципальный транспорт, в то время как в других городах Украины сохранились частные перевозчики. Поскольку метрополитен кроме Харькова есть только в Киеве и Днепре, мы сравнили стоимость проезда в наземном транспорте. Он также разный в разных городах. Во Львове превалируют трамваи, а в Сумах – автобусы. Если предположить, что человек, который по крайней мере дважды в день пользуется общественным транспортом, то в Харькове таким образом можно экономить 480 гривен в месяц. Городской голова пообещал оставить бесплатный транспорт и после войны, но это будет зависеть от возможностей бюджета.